У нас многие спрашивали, что за пруд. Ну а вы как думаете, что жена мне подарила? Опять же таки продолжение дороги, еще 3 километра по грунту через поле. У нас многие спрашивали, что за пруд. Вот мы решили туда прогуляться. Но мы, конечно, люди нормальные, нас вот в округе обступили тучи, громыхает гром. Но мы решили идти на пруд. Все вместе. Все вместе, Дети да. все. Пойдемте быстрее, а? Муравьи тебя съедят. Там, короче, самая большая муравьишка, которая самая главная. Матка. Да. Это вот тоже строение, тоже наш. Теперь наш. Но, к сожалению, этот дом хана ему. Или его можно как-то восстановить. У него вопрос в том, что там крыша сдула, перекрытие уже, точнее балки, на которых висит им хана. Здесь угол подмыло, короче, вывалился из-под фундамента. В общем, тут жесть. Давай в другой раз расскажем. Там что-то прям жесткое. Мы идем быстрее. Вот романтика на старости лет на улице. На улице громыхает жестко. Мы тут ходим, шляемся. Ольга попросила заснять свой, чтобы я заснял свой вывод. Прошу. 3 женщины, девочки, любимые и пацан. Вот. Мой наследник будущий. Ну вот, а почему будущий? Уже наследник. А? Ну это типа баня, да. Вот. Мы сейчас вот идем по границе нашего участка и соседей, соседки, точнее. Вот. До пруда тут осталось недалеко. Вот я уже его вижу. Ну, правда, тут трава по пояс. Так, ну вот мы подходим к пруду. Все нужно приводить в порядок. О, утка плавает, смотри. Мама, смотри, уточка плавает. И вот еще кряки. Скажи на камеру. Что, клубники, говорю, земляники, вот это все земляника. Круто, да? Да вон она сколько еще. Еще много. Вот он пруд. Вот он пруд. Ну, общей сложностью пруд 2,5 гектара. Но это он подспустило его. Он не наполняется, им не занимаются. А должен он быть по глубине вот где-то до Судова. Вот по этому вот холму. Это вот должна быть его примерная глубина. Но уже давно им не занимаются, поэтому он зарос деревьями. Давно, это прям давно, это больше 10 лет. И он бывает периодически пересыхает, поэтому нужно делать. Я, правда, пока не знаю, как этот пруд разрабатывать. Я начал искать информацию, но толком найти ничего адекватного не смог. Поэтому, если кто-то из вас знает, как можно оживить пруд не через скважину, потому что бить 2 скважины, подводить к ним электричество и так далее, не очень хотелось бы. Может быть, как-то родники почистить, озеро почистить, как это делается. Напишите ссылку на статьи в комментариях, я буду очень признателен. А с меня, тому, кто даст действительно хорошую информацию, когда за это озеро я запружу, запущу туда рыбу, сделаю беседки, обязательно день-два человеку будет отдыха бесплатно от меня вместе с питанием. Так что пишите, будет интересно. И вот там клен растет, он должен быть ровный, красивый. Угу.
Жена кайфует. Я, честно сказать, всегда мечтал, чтобы у меня был свой пруд. Мечты сбываются. Вот, кстати, домик с обратной стороны. Вот он как он. Его потрепало ветром, жизнью. А был хороший, классный домик. Из-за того, что за ним не ухаживали, получилась такая ерунда. Это громыхает. Хочу заснять для вас молнии немножко. Думаю, зрелище приятное. Идите, давайте вперед. Прям прохладой такой задуло. Отходим мы назад к дому. Вот женщины странные. На улице дождь срывается, а они цветочки ходят, собирают. Конечно, красивый букетик, но тем не менее еще и сына в это дело подписывают. Вы знаете, уже заходя домой, чувствуется запах свежеприготовленной еды точнее. Играет музыка, которую я выключаю, дабы не нарушать авторские права YouTube. Жизнь в этом доме появляется. Уже чувствуется потихонечку, что мы заселяем этот дом, он становится жилым, а не просто брошенным. Аж душе приятно, что свое. Начало нового пути в жизни. Незабываемые ощущения. В одном из прошлых роликов мы обещали показать, как Оля будет половником сбивать вот эту кафельную плитку. Теперь она должна сдержать свое слово. Начинай! Еще одна. Прикольно же. Как и обещала. Я думаю, снимать то, как я вожусь ГВЛ, мне настолько интересно смотреть, как женщины половником отковыривают плитку или работают перфоратором. Стал я подходить потихонечку с обратной стороны к дверной раме, к дверному проему. И дело в том, что дверь открывалась вовнутрь. Это очень неудобно. Но менять ее не хочется, потому что она действительно из дерева, рамы деревянные, она из дерева. Такие двери сейчас чисто из массива очень дорогие. А покупать из прессованной бумаги, как бы не хочется, особенно в ванну. Поэтому мы подумали, если у меня получится ее выдрать нормально,
убрать отсюда, чтобы без повреждений, то мы ее и оставим. Выдрать ее получилось аккуратно. Вот он, дверной проем. Мне его нужно просто развернуть на 180 градусов и снова закрепить в этом проеме. В принципе, все. Вот этим я тоже буду заниматься в ближайшее время, а точнее сейчас. Ну, потихонечку дела в ремонте в ванной комнате двигаются. Надо продолжать. Я иной раз задумываюсь на ту тему, что может проще было нанять людей в свое время, и они бы мне сделали это все дело гораздо быстрее. И было бы, может быть, даже выгоднее, если считать то, что я катаюсь туда-сюда. Но я веду каждый день финансовый баланс, отчетов, приходов, расходов. И пока нет, не дешевле. Но времени, конечно, отнимает неимоверно. И плюс, я не мастер. Но я для этого, с другой стороны, и покупал дом в деревне, чтобы что-то делать своими руками. Точнее, не что-то, а много чего, чтобы работать. Очередной день подходит к концу. Хотел показать, что сделал. Уже зашил, получается, 3 стены точно, 3,5. Ну, в общем, получается, что дошил вот эту стену, где утеплитель. Зашил эту стену, только вот верх остался единственное. То же самое, где дверь. Ну, вот этот, собственно, кусочек остался. Эта стена зашита. Осталось чуть-чуть. Завтра я накинусь на это все дело. Доделаю. Потом останется собрать поддон. И я своим девочкам... кстати, вот эти швы надо будет замазать плиточным клеем. Вот, и затем девочкам я дам в руки кисточку, хай герметиком промазывают все это дело. Грунтом, герметиком. Вот. А я тем временем буду готовить дальше септик и заниматься водой в дом. То есть устанавливать насос, станцию, ну и в общем все вместе. Всем доброе утро. Это второй день ночевки в спартанских условиях в нашем доме. Что у нас, собственно, произошло из нового? Я доделал таки ванну. Вот, я доделал ее. Теперь стены дошиты. Сейчас я замажу вот эти углы, все стыки плиточным клеем, чтобы их не было. Вот. И можно будет приступать к грунтовке. Ну и надо будет здесь еще сделать поддон, сложить. Из печальных новостей у меня сломалась новая болгарка. Я не знаю, я ей почти не работал. Но у нее что-то вот она клинит. Вроде так не болтается, но что-то ее где-то... В общем, что-то ей не нравится. Попилил ей немножко гипс и хана. Вот. Повезу ее в ремонт. Еще одно очень важное замечание. Это то, как я раньше жил без перфоратора. Я понятия не имею. В ванной я листы ГВЛ закрепил на всякий случай на такие дюбели пластиковые. Когда плитку буду укладывать, пластик чуть-чуть подрежу, чтобы он не мешался. Вот. Но мне так показалось намного надежнее, чем просто на клей. То есть она и на клейпине, и на дюбелях. На таких. Вот. И изначально я засверливал отверстия для них вот такой дрелью с перфоратором. Как бы вещь, конечно, неплохая, сверлить вполне можно. Она сверлит нормально, но перфоратором это делать намного быстрее. Несмотря на то, что он тяжелее, но отверстие он засверливает просто в лед по сравнению с маленькой дрелью. Наверное, из-за того, что у него сила удара побольше, бьет он посильнее, но сверлит он гораздо легче, чем вот эта дрелька. Вот я уже вывел трубы. Надо будет спилить эти все батареи и нормально их закрепить по стене. Единственное, я накосячил. Да-да, как обычно, я накосячил. Но если бы я каждый день делал ремонт и стройки, может быть, этого бы и не было. Но ремонт я последний раз делал лет 10 назад. В общем, в чем проблема? Я забыл здесь протянуть трубы для отопления. То есть, во-первых, здесь должно быть отопление в этой комнате. Их нет, его нет. И здесь-то тоже надо батареи вести. Вот
и кольцевать это все дело. И трубы можно провести только здесь под стенами, тем более место там есть под конденсационной трубой, расстояние. Тут, в принципе, и шла старая труба, но я забыл за это дело. Придется, в общем-то, этот кусочек аккуратненько как-то вырезать. Я еще там и аккуратненько пенопластом, точнее, этим уложил пеноплекс. Тут его нигде нет, а вот тут вот он есть. Я же молодец. В общем, придется здесь вырезать, убирать. И потом как-то назад это все дело лепить и колхозить. Но выбора нету, надо будет делать. По этой комнате мы ее, в принципе, очистили. Вот единственное, что можно вот эту плитку поотрывать, кстати. Вот. Кафельную плитку, которая была здесь, мы отбили. Лёлик постаралась. Они вчера тут с мамой вдвоем издевались над этой плиткой. Одна с перфоратором, другая с половником. Реально с половником. Ну, вы это видели. Отрывали эту плитку. Вот. По стенам все сделали. За проход я уже рассказывал. Вот меня единственное, что в этом доме малость напрягает, это то, что здесь нету распределительных коробок для электрической проводки. Вот где идет соединение вот этого выключателя на люстру, где подсоединяются все вот эти розетки, разводятся. То есть проводка собрана непонятно как, где-то непонятно. Мне бы вот этот провод запитать вот нормальной розеткой, а я этого сделать не могу. В общем, проблема с проводкой здесь есть. И придется мне кидать, наверное, новую. Что самое противное, проводка здесь заложена изначально хорошая. Здесь алюминиевый провод, где-то 2,5 квадрата на одну жилу. То есть он такой прям мощный. Но где это все соединения? Непонятно. Как идут провода? Тоже непонятно. Вот. Ну, надеюсь, найду. Но не найду, придется прокладывать новую. И вот финальный аккорд. Швы плиточным клеем все промазал. Все стыки, где были. Теперь водичка никуда не должна проступить. Поверх теперь нужно будет специально пройти герметиком. Его мы купили только на место, где будет сама душевая. То есть здесь будет еще стоять так порог. Здесь будет трап, ну то есть поддон. И вот это вот все место, вот это все будет замазано герметиком. Но это уже будут делать мои девочки, а я тем временем займусь канализацией, наконец-таки. Доделаю ее. И займусь водой, чтобы в доме у нас появилась вода. Установлю насос, скважину, насос в скважину, расширительный бак, ну и так далее. Мы сейчас заехали в пункт выдачи Валберес. Моя жена сделала мне подарочек, заказала. Но вы сейчас увидите, что за подарок. Я долго его ждал. Он очень мне нужен. Вещь очень нужная для хозяина в доме. Лёля, скажи привет. Привет. Ну а вы как думаете, что жена мне подарила? Носки? Трусы? Или что? Очень важное и нужное. Вот именно сейчас нажмите на стоп и напишите в комментариях, как думаете, что мне жена подарила. Папа! Ну так что, как вы думаете, что жена подарила? Вы уже написали в комментариях? Нет? Остановите, напишите. В общем, вот такую штуку мне жена решила подарить. Это сумка-пояс для инструмента. Очень удобная штука. Подсмотрел я и о ней у пары очень известных блогеров, тоже деревенских. И захотел себе такую. Особенно, когда делаешь ремонт, очень удобно, что можно все сюда сложить. А не таскаешь по карманам или не бегаешь из угла в угол. В общем, родная, спасибо тебе. Она, кстати, там, он за камерой. Видели брутального мужика? Да, мужик брутальный. Ты куда полез? Стол чинить? Нет. Привет, друзья! Не было меня на хуторе 2 дня, но не потому, что я лентяй, а потому, что тупо не успеваю я и работать, и деньги зарабатывать, и здесь делать. Я несколько дней посвятил
тому, что находился на хуторе. Интернета тут нет. Работать я, к сожалению, не смог. Поэтому, приехав домой, мне пришлось потратить энное количество времени на то, чтобы догнать то, что я не успевал. Короче, подобрать висяки. Но мы приехали опять в деревню, к себе, точнее на хутор. У меня сейчас вот в данный момент полный багажник мусора. Наконец мы добрались его вывести, точнее я. Олечка захотела со мной прокатиться на мусорку. Я вам покажу дорогу. Одна по асфальту и одна через поле. До нашего районного центра, скажем так. Ну, до поселка, которому принадлежит наш хутор. Едем по дороге уже, еще точнее, по моей земле от нашего дома. Такое вот живописное здесь место, живописная дорога, лесок с левой стороны. Правда, после дождя или во время дождя здесь не так романтично ездить, как по сухой дороге. Съезжаем на основную дорогу. Вот такая дорога у нас к хутору. Вот он наш хутор. Несколько домов. 7 домов всего у нас на хуторе. Это вот невыкошенное мое поле. Стыдно, конечно, но я пока нечем косить. Вот там вдалеке, это вот мой дом виднеется. Это вот соседские дома. Тут вот лог или овраг, как кто называет. В общем, возрождаем потихоньку хутор. А это мы спускаемся к моему пруду, который я буду восстанавливать. Не знаю я, кстати, как я его буду восстанавливать. Точнее, ну как, я знаю. Но два вопроса не знаю, как решить. Вот он пруд мой. Не знаю, видно вам, не видно. Вот, думаю, видно вот так. Вот он. Вот он прудик. Там уточки летают. Рыба должна быть. Его нужно очистить. Думаю, очищать данный пруд аэратором. Купить аэратор, пробить рядом пару скважин. Пробить рядом пару скважин и скважинами начинать его наполнять, приток свежей воды, чтобы был. Вот, насыпать бактерии, которые перерабатывают ил. Ну, в общем, попробовать органически его оживить, а не всякой химией. Трактор сюда вызывать, копать очень дорого, спускать это озеро совсем не хочется пока. В общем, попробуем пока путем наименьшего сопротивления, путем движения воды все это дело оживить немножко. Вот, а по поводу пруда я не знаю, как я его буду восстанавливать, почему. У меня два варианта. Вариант первый. Долго и упорно восстанавливать его самому за свои деньги заработанные, но это будет года 2-3 делаться. Либо поискать инвестора, который вложится, его восстановить, но, соответственно, тогда и сразу делать вокруг него домики, беседки, делать пригодную зону для отдыха, для плавания, ну и, соответственно, рыболовную зону. Но тогда надо привлекать инвестиционные именно деньги, не кредитные, а именно инвестора, который готов будет вложиться за процент. Вот и не знаю, думаю, либо долго, но самому, либо поделиться с человеком, 20-30% ему отдавать от прибыли, ну, чтобы он все это дело проинвестировал, и это стартануло гораздо быстрее все. Вот такие дела, не знаю, буду думать. Ну и опять же таки продолжение дороги, еще 3 километра по грунту через поле. Это вообще считается основная дорога на наш хутор, через наш район. И это единственный должен быть подъезд к нашему хутору. Вот такие у нас дороги. Осенью, зимой и весной тут ездить будет сложно. Слава богу, что есть короткая дорога через другой район. Будем пытаться восстановить ее. Сегодня я хочу заняться, наконец, интернетом. Я, кстати, очень люблю дождь. А вы? Я нашел клад. Пойдемте покажу. Она, получается, ехать дольше и дальше, и по дороге хуже.